А вы знали, что военные снайперы рискуют жизнью чуть ли не сильнее пехотинцев, которые штурмуют здания и окопы? А то, что попасть с первого раза из винтовки почти невозможно. В этом видео я расскажу вам, какие сложности есть в работе снайпером, почему они почти никогда не стреляют стоя и без упора, а также какие задачи выполняют эти люди. А в конце вы узнаете, почему я, как и многие другие, считают снайперов настоящими сверхлюдьми. Приятного просмотра! Наверное, каждому из нас в детстве говорили такую фразу «точный как снайпер». Обычно это звучало в качестве похвалы за то, что кто-то забил гол в ворота соперника или просто делал что-то с идеальной точностью. Но мало кто знает, что на самом деле снайперы крайне редко попадают с первого раза. Почему, спросите вы меня? Все просто, отвечу я вам. Дело тут в том, что работать по цели этим людям приходится с очень большого расстояния. А значит, на то, попадет пуля в цель или нет, будет влиять очень много факторов. К примеру, тот же ветер может серьезно скорректировать полет снаряда, из-за чего нужно постоянно учитывать движение воздуха. Еще будет влиять видимость, ведь если на поле брани царит туман или поднялся пепел с дымом, то точно прицелиться уже будет в разы сложнее. Также важно учитывать то, насколько далеко цель, ведь все-таки пуля летит по своей особенной траектории, которую называют баллистикой. Так в итоге все снайперы суперточные или нет? Скорее нет, чем да. Ведь попасть с первого раза в цель можно только при очень хорошем стечении обстоятельств. Вот, к примеру, один британский снайпер Крейг Харрисон смог уничтожить 2 боевиков в Афганистане всего за один выстрел с расстояния более 2 километров. И что, вы думаете, он сделал это с первой попытки? Нет, конечно. На это чудо ему потребовалось 9 пристрелочных выстрелов. Странно только то, как его за это все время не обнаружили. Тут я бы хотел еще отметить, что работа снайпера на самом деле намного сложнее, чем может показаться из фильмов. Почему? Да потому. Вы представьте, как много нужно всего учитывать, чтобы с большого расстояния уничтожить свою цель. И ветер, и баллистику, и много других критериев. И при всем этом снайпер все так же находится на поле боя, и ему также нужно искать укрытие и бегать, будто он обычный пехотинец. Так что в одиночку справиться со столь сложной задачей почти нереально. И это второй миф, который я бы хотел развеять. Дело в том, что снайперы работают небольшой командой. Обычно это 2-3 человека в группе. Есть даже такое определение – снайперская пара. И нет, это никогда возлюбленные вместе уничтожают противников с огромного расстояния. Это пара потных и уставших военных, которые пытаются устранить источник опасности для всех остальных. Для чего нужна команда? Конечно же, чтобы облегчить работу. Вы только представьте, вы пробежали несколько километров, вам нужно быстро занять укрытие, замаскироваться и при этом еще уставшим, запыхавшимся, с трясущимися руками делать точные измерения скорости ветра, рассчитывать при помощи математических формул упреждения для выстрела, а после всего уничтожить цель. Собственно, все это и делают помощники. Они помогают снайперу занять выгодные позиции, помогают ему рассчитать все, а также в случае чего скрыться, ведь снайперская винтовка весит, очень много. Кстати, тут я забыл добавить, что снайперы и вовсе бывают разные. По сути, они бывают 2 типов. Первый – классический. Это те ребята, которые скрываются в лесах, горах и под снегом в специальных костюмах и уничтожают цели с огромного расстояния. А вот со вторыми все намного сложнее. Их еще называют марксменами или пехотными снайперами. По сути, это все те же самые пехотинцы, которые штурмуют здания, воюют под открытым небом в окопах и часто в очень сложных условиях. И да, снайпер находится как раз в самой гуще событий. Удивительно, не так ли? Правда, его задача сводится к тому, чтобы просто уничтожить цель, до которой не смогут добраться обычные военные. Такие цели располагаются на среднем расстоянии, примерно 300 метров, и чаще всего представляют из себя огневые точки. В общем, пулеметчики, артиллерийское оружие, минометы и все тому подобное. И пехотный снайпер как раз занимает позицию в самой гуще событий и устраняет все такие цели. Я также хотел отметить еще один примечательный факт. Оружие у 2 типов снайперов разное.
Дело тут в том, что для тех, кто работает с пехотой, требуется меньшая мощность и куда большая скорострельность. Ведь целей может быть очень много, а большая мощность будет лишь мешать. У тех снайперов, которые работают на огромном расстоянии, наоборот, очень мощные пушки, но их скорострельность крайне низкая. А еще у многих возникает мнение, что работать снайпером очень даже безопасно. Ну а что, сидишь себе в кустах подальше от боя, иногда стреляешь по целям, а после идешь пьешь чай и кушаешь вкусный ужин. А в это время бравые ребята штурмуют окопы и гибнут десятками. Но на самом деле быть снайпером, очень опасно. Почему? Да потому что в случае, если вашу позицию раскроют, туда полетит все, что может взорваться, или хотя бы покалечить людей. Буквально. Часто никто даже не думает найти точное расположение снайпера, к примеру, в огромном лесу. Противник просто представляет то, в каком квадрате вы находитесь, а потом вызывает туда артиллерийский удар. Что уж говорить про городские сражения. Там все намного опаснее. Помимо артиллерии, есть еще и множество другой техники, которая может уничтожить снайперское логово. Те же танки с легкостью разрушают дома до основания. И, конечно же, уйма вражеской пехоты, которая может в любой момент прорвать линию фронта и быстро застать стрелка врасплох. Ах да, если снайпер попадет в плен, то пощады ему ждать не стоит. По крайней мере, так было во времена Второй мировой войны. Ведь это одна из самых ненавистных целей для всех. Почему? Да потому что снайперы стараются не убить свою цель, а лишь серьезно ее ранить. Об этом я уже рассказывал в своем предыдущем ролике, так что советую его посмотреть, если вы не знаете про этот факт. Так вот, во Второй мировой всех стрелков либо убивали на месте, либо пытали, а после отправляли в концентрационные лагеря. Хотя в этом случае это была вполне неплохая участь. Из-за этого всем снайперам начали выдавать пистолеты, ведь сдаться в плен означало куда большие муки, чем просто застрелиться. Так ли это сейчас, я честно не нашел информации, но, возможно, до сих пор снайперов очень сильно недолюбливают. Ну что, пора продолжать. Дальше я хотел бы вам рассказать о том, насколько мощным бывает оружие снайпера. Как я уже озвучил, есть снайперские винтовки разных типов. Одни очень мощные, другие более скорострельные. Так какие все-таки используют чаще? В условиях уличных боев отлично подойдет снайперская винтовка Драгунова. Эта пушка стоит на вооружении многих стран уже больше половины века. Почему? Да потому что конструкция ее супер простая, прочная, а главное надежная. Такой винтовке не страшен дождь, снег и грязь. В общем, настоящая универсальная пушка. А главное то, что она достаточно легкая, чтобы быстро менять позиции и имеет неплохую скорострельность. А в условиях, когда нужно уничтожить цель на огромном расстоянии, используются куда более мощные пушки. Они стреляют на поразительную дальность. А еще у них просто ужасающая мощность. Дело в том, что пуля, выпущенная из такой винтовки, не оставляет небольшой дырочки, как может показаться, исходя из фильмов. Кинетическая энергия снаряда настолько огромная, что цель буквально разрывает. А видео самой стрельбы поражают тем, что от выстрела вокруг снайпера поднимается огромное облако пыли. Естественно, из-за таких характеристик оружия бесшумно вести стрельбу просто невозможно. Вблизи снайпера, даже если он использует глушители и пламегасители, все равно будет слышна достаточно громкая стрельба. Но на большом расстоянии этого не будет заметно. Но меня больше всего поражает то, что по сути снайперы стреляют из настоящих пушек, которые могут устанавливать в бронированные машины и легкие танки. Да-да, калибр этих орудий часто совпадает. Только в случае техники оружие не нужно нести в руках, оно установлено в башню, и им достаточно просто пользоваться. А вот снайперу приходится все это тащить на своем горбу. Стоит ли мне говорить, насколько это тяжело? А отсюда вытекает еще один миф, который также пришел к нам из фильмов и компьютерных игр. Вот вы замечали, что многих снайперов изображают в стоячем или сидячем положении. Так вот, профессионалы, которые работают с огромного расстояния, почти никогда не стреляют сидя, не говоря уже про то, чтобы работать стоя. Лишь лежа на полу или земле, в грязи или в слякоти, вы можете быть уверены, что рука не дрогнет, прицел не уведет, и вы точно попадете в цель. Ну а если говорить проще, то попробуйте поднять 50-килограммовый предмет и подержать его так несколько минут,
будто снайперскую винтовку. Готов поспорить, вряд ли кто-то продержится и минуты. А помните, я говорил, что отдача настолько мощная, что от выстрела поднимается пыль? Так вот, некоторые пистолеты вылетают из рук неподготовленных людей, когда они стреляют из них в тире. А тут огромная пушка. В общем говоря, если шмальнуть из такой штуковины стоя, боюсь, удержаться на ногах вообще не получится. Вот вам и простая работа снайпером. Ну и, конечно же, из-за всего этого нужно постоянно следить за своей скрытностью. Всякие костюмы с листвой, белые халаты, постоянная смена позиции – все это просто необходимость. Я бы хотел продолжить тему того, насколько несладко приходится снайперам. К примеру, в случае, если вы самый обычный пехотинец, вы можете спокойно разговаривать со своими соратниками, пойти в туалет куда-нибудь или просто приготовить себе поесть, если, конечно, не ведется штурм. А вот тем, кто работает, казалось бы, в тылу, так сильно не повезло. Снайпер просто не может позволить себе устроить полноценный привал. Даже подогреть себе еду он просто не может. Почему? А вы представьте, огромный лес, в нем куча военных как с одной стороны, так и с другой. Все четко знают, где идет линия фронта, поэтому особо не удивляются, если где-то там пойдет дым. А тут, где-то вдали, в лесной чаще, вы видите, как горит огонь, ну или хотя бы идет дым. Естественно, туда сразу все обратят внимание, а если там сидел беспечный снайпер, то ему грозит большая опасность. Да и сходить в туалет куда угодно не получится, любые лишние запахи будут очень сильно мешаться. Дело в том, что естественные запахи человека, как и запахи одеколонов, духов и так далее, вызывают огромный интерес у насекомых. Думаю, мне было бы не особо приятно лежать в кустах и выжидать соперника, в то время как меня за попу кусают пчелы и комары. Ну или не только за это место. В общем говоря, не отдохнуть снайперу во время своей работы, от слова совсем. Так что все те, кто работают на этой профессии, настоящие герои. Ах да, совсем забыл, снайперы бывают же не только военными. Во многих странах мира есть и в полиции свои подразделения для таких стрелков. Обычно они должны работать по целям с большого расстояния, и нечасто полицейским снайперам дается возможность уничтожить живые цели. Так что это немногим более мирная работа, чем в случае с военными. А что они тогда делают? Ну, по сути, все то же самое, что и военные. Но лишь с одним отличием – их работа намного безопаснее. Ведь такие снайперы не находятся под постоянным прицелом соперника и вряд ли попадут под артиллерийский обстрел. А еще они работают в непосредственной близости к цели. Даже ближе тех снайперов, которые идут вместе с пехотой и сражаются прямо на передовой. Все для того, чтобы увеличить точность стрельбы, ведь часто нужно устранить цель с одного выстрела. К примеру, бандита, который взял в заложники человека. А о том, как это сложно, я уже говорил. Снайперские подразделения есть и в других структурах. К примеру, в отряде специального назначения. Обычно спецназ участвует в операциях по борьбе с терроризмом. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Ну а меня крайне сильно восхищает то, какие сложности приходится пройти на пути становления снайпером. Ведь физическая подготовка этих людей должна быть на очень высоком уровне. Не каждый сможет бегать с огромным грузом весом в 50 с лишним кило, и это в неудобной амуниции. А еще все снайперы очень даже умные. Обычный двоечник не смог бы произвести все расчеты перед выстрелом. А их, поверьте, реально много. Это я озвучил лишь пару параметров, как дистанцию и ветер. А на деле влияет и влажность, и температура, и погода, и то, какой рельеф местности, и даже скорость вращения Земли. Буквально все это приходится просчитывать перед тем, как стрелять. А еще нужно обладать базовыми навыками выживания, ведь во время выполнения боевой задачи военным снайперам часто приходится выживать в суровых условиях по несколько дней без какой-либо поддержки. И это при том, что есть ряд ограничений, которые я также озвучивал. Помимо этого, снайпер должен очень хорошо маскироваться. Если вы решили, что достаточно просто залезть в кусты и палить оттуда по противнику, то вы ошибаетесь. Даже блики от вашего прицела могут раскрыть ваше местоположение.
Что уж говорить о том, что в зеленых кустах ваше лицо будет видно очень хорошо. Так что, девочки, если ваш парень не работает снайпером, то вам не нужно ходить в салоны красоты. Он и сам знает толк в макияже. В общем говоря, я реально считаю всех тех, кто работает снайперами, сверхлюдьми. И я надеюсь, вы теперь тоже поняли, насколько трудна эта профессия. В этом видео я рассказал вам самые интересные факты и мифы о работе снайперов. А как вы думаете, смогли бы вы стать снайпером, исходя из всего того, что я озвучил? Пишите об этом в комментариях, и спасибо за просмотр.